Абель! Абель! Сальса Геймер у микрофона. Как вы уже догадались, речь сегодня пойдет о Голуме. Пока все скептически качают головой и проклинают графику игры. Мило шутя, что это лучшая графика 2007 года, мне лично хочется поздравить Diadelic Entertainment и Nacon с большим шагом вперед. Diadelic Entertainment с тем, что она от низкобюджетных игр жанра Point and Click, самые популярные из которых игры серии Deponia, взялась за стоящую игру. Nacon же пожелать удачи. В этот раз, чтобы вложения окупились, а не вышло как с Sinking City. В Lord of the Ring Gollum уже при первом показе было понятно, что игра встретит кучу недовольства со стороны фанатов Толкиена, которые временами даже спорят, как правильно произносится его фамилия, и уже наточили ножи и готовы вцепиться в издателя и разработчика, не играя в игру. Другие уже взяли в руки книжки и готовы сверять каждый миллиметр игры на соответствие. Извините, ни тех, ни других я к реальным фанатам Толкиена не отношу. Реальные фанаты, уважающие труд профессора, привет, Дима, если ты смотришь, перечитали все, что он написал, продолжают тихонько читать дома книги, ни с кем не спорят и считают, что главный труд Толкиена — это его исторические издания. Они в игру, может, и поиграют, но выскажут свое мнение в кругу друзей. Они будут с визгами носиться по инету. И эта лирика давайте о самой игре. В Lord of the Ring Gollum это стелс-экшен от третьего лица, главным героем которого станет, пожалуй, самый неоднозначный персонаж трилогии «Властелин колец». Разработчики получили авторские права на персонажа, а это хоть немного вселяет надежду на близкую к книге историю, и при просмотре роликов персонажи выглядят близко к книгам и фильмам. Тот же Гендальф, Назгулы не вызывают отрицательных эмоций. Правда, основной упор сюжета делается на том, что игра расскажет историю, которая выпала из поля зрения читателей, а именно путешествие Голлума в Мордор и обратно. В книге об этом рассказывается всего лишь парой строк. И, наверное, на эту у автора были весомые причины. Разработчик хочет же пролить свет на путешествие Голлума и рассказать о его ужасных и жутких приключениях. Нам обещают показать крепость Барад-дûр, столицу Саурона, мы будем прятаться от назгулов и орков, посмотрим Арад-Руин, говоря проще, совершим полноценный тур по Мордору и окрестностям, а потом спустимся в Лихолесье. По сути, сюжет игры давно известен, кому по фильмам, кому по книге, и дело лишь в мелких деталях, которыми должна дополнить повествование игра, выдуманные сценаристами, далекими от основного произведения, и сделать это в рамках игровой адаптации. Стоит ли ради этого ее покупать, решать вам. Я бы рекомендовал игру в первую очередь любителям такого редкого жанра стелс. А из современных игр я практически в чистом виде представителей данного жанра не вспомню. Помогите мне в комментариях. При этом разработчики старательно избегают слова стелс, и даже в описании Steam его нет. А когда смотришь 40 минут геймплея, сомневаться не приходится, что это он. И на 100% я могу порекомендовать игру любителям этого жанра. Сейчас этот жанр присутствует лишь как элемент геймплея. Были когда-то игры в мире Orc and Man, и в этом мире был очень хитроумный вор-гоблин по кличке Стикс. Вот игры очень внешне и геймплейно похожи. В обоих случаях герой очень слабый, сам он не может в открытую сражаться с врагами, вам предстоит от большинства врагов прятаться, отвлекать их с помощью камней, чаще всего заманивать их в ловушку, чтобы с ними расправиться. Можно и придушить врага со спины, но для этого у вас должно хватить сил. При этом, естественно, никакой карты у Смеагорла нет, а точки интереса будут подсвечены вопросиками. Каким способом до них добраться, будет решать сам игрок. До части мест добраться незаметно будет очень тяжело, например, добрести до покоев темного властелина. Игрок же будет вознагражден за свой пытливый ум дополнительными диалогами и кат-сценами. Эти события будут влиять на самого Смеагорла, перетаскивая его либо на светлую сторону, либо на темную. Нам показали одну такую кат-сцену, когда в Барадоре Голлум находит птичье гнездо и смотрит на вылупление птенца. Видимо, темный лорд не дает подзатыльники оркам, чтобы его столицу лучше убирали. У игрока будет выбор: убить птенца и послушать Голлума, или сохранить ему жизнь и встать на сторону Смеагола. Периодами игра будет давать вам выбор: путь Смеагола или Голлума. С кем вы хотите дружить, с эльфами или орками? Самого реального геймплея показали, увы, очень мало. У Смеагола будет полоска жизни, так
так что если вас обнаружат, погибнете вы не сразу. К тому же по уровням разбросана сырая рыба, которой вы сможете удалить голод и пополнить здоровье. От бега и прыжков голем будет уставать, и поэтому долго убегать от врагов он не сможет. Нужно будет срочно спрятаться и отдохнуть. Ему потребуется максимальный запас сил, чтобы убить врага со спины. Но после этого он не бежать, не прыгать не сможет. Ему нужно отдохнуть. Но вот по скалам голем карабкается без особых проблем, и ни единый мускул его не дрогнет. Уровни, где вам нужно будет прокрасться, будут чередоваться с уровнями, где вам нужно будет куда-то забраться. Уровни со скалолазанием представляют собой цепочку горизонтальных и вертикальных платформ, на которые вам поочередно нужно будет перепрыгивать, пока не доберетесь до нужной точки. Такие локации со времен Принца Персии практически не менялись в дизайне. Все свои навыки голем получит на старте и чему-то новому не научится, как отмечают поигравшие журналисты. Также они недовольны однообразными локациями с одинаковыми заданиями. Если следовать только сюжету, игра проходится за 10 часов. Если игрок захочет посмотреть весь ее контент и услышать все диалоги, то за 20. При этом диалоги будут точно произноситься эльфами на эльфийском наречии с переводом в виде субтитров. Будут ли говорить на своих языках другие, неизвестно. Про графику игры тут лучше увидеть, чем что-то сказать. Она очень отсталая, виден маленький бюджет игры. Игра выйдет 25 мая 2023 года. Русский язык в виде субтитров будет. Пока-пока и не бомби по пустякам.